Всем привет! Меня зовут Ольга, и мы наносим декоративные штукатурки. Старый очень способ, карта мира, но немножко добавим эффекта дополнительного. Сейчас вы увидите какого. У нас образец, во-первых, он такой уже, видите, всяко тут мазали на нем, что черти что делали. Здесь у нас разные цвета, здесь у нас гладкая поверхность. Покрываем кварцгрунтом, чтобы создать однородный фон и сцепляемость. Кварцгрунт – это грунтовка такая густая, как краска, с кварцевым песком. Укрывает однородно, сравнивает цвет стены, чтобы ничего нигде не просвечивало и чтобы была шероховатость. Все это можно у нас заказать, у нас все это в наличии, и кварцгрунт, и штукатурки. На любой бюджет мы вам сможем подобрать, кроме гипсовых смесей. Так, у нас в продаже декоративные штукатурки разной ценовой категории. Есть и эконом-вариант, и средний плюс, и элит, все, что нужно. Покрыли и оставляем сохнуть пару часов. После того, как высох кварцгрунт, мы нанесем штукатурку декоративную. В данном случае мы наносим Александрия. Она у нас есть в продаже. Это тоже пастообразная такая штукатурка, как и некоторые виды. Я прямо не промешиваю. То есть взяла несколько цветов и, не промешивая, наношу однородный слой. Вот как попало. Никакого рисунка я не формирую, мне нужен просто однородный слой, который укроет поверхность стены, и все. Где-то будет непромес, это тоже нормально в нашем случае. Вот посмотрите, вот так оставлю, посмотрите поближе, оставлю так. И после высыхания продолжим нанесение. После того, как высох первый слой, мы нанесем второй слой, непосредственно уже сами островки. И наносить мы его будем с помощью вот такой строительной сетки, ячейка 5 на 5. Мы отрезали кусок от сетки вот такой, и вот этот же кусок сетки можно использовать на всю стену, то есть прикладывая друг за другом. Так, я зафиксирую вот таким образом, чтобы сетка держалась, вот в нескольких местах зафиксирую, вот так, и все, она у нас выпрямилась, никуда не денется. И все, вот так. И с помощью кельмы, вот как мы карту мира с вами наносим, точно так же и нанесем через сетку, оставляя островки на стене. Не нанесем так, по-другому нанесем. Наносить будем по-другому, вот таким образом. Оставляя пустоты. Главное, чтобы у нас зебра не получилась, как попалистая. Такой лофтовый стиль, наверное, будет опять. Карта мира. Убираем излишки и снимаем сетку. При необходимости сразу передвигаем ее на следующий участок. Вот так. Сняли сетку, оставляем сохнуть. Высохло. Я не знаю уж, кому это понравится или не понравится, но это как минимум один из вариантов нанесения декоративных штукатурок. И вот такой способ нанесения можно сделать из штукатурки подороже, для кого важно качество, эластичность, прочность, долговечность и имя, и упаковка.
А если кому-то нужно просто подешевле, то да, мы подберем альтернативу подешевле, можно. Мы возьмем с помощью кельмы, счистим острые края. Видите, вот у нас тут всякие торчат. Просто почищу. Вот так, будет погладше. Можно добавлять здесь какие-то цветовые решения с помощью воска, например, колерованного, с помощью лазури, с помощью патины. А я хочу покрыть белым воском. То есть есть такой воск, база М, воск с белым пигментом. И он немножко должен оставить белесость. Давайте попробуем. Воск я покрываю с помощью валика. Вы можете покрывать как вам удобно, губкой или чем. Я хочу покрыть его валиком погуще. Во-первых, это защита стены, то есть это уже такое бессмертное покрытие получится. Восковая эмульсия, давайте правильно назовем, потому что иногда воск путают вот с венецианским, когда, ну, такой, как парафин густой. Вот это не тот воск, это эмульсия, он жидковат, и он с белым пигментом, и я предполагаю, что у нас останется белесость такая. Внутри я хочу, чтобы она была в глубине фактуры. Мы делаем, да, вот черти что делаем, не знаем сами, что получится, ну, как вариант, делимся с вами. Может, кому-то и понравится, да и образец будет не лишний у нас в отделе. И теперь я с помощью кельмы подсниму вот так остатки. Ну, во-первых, я уберу полосы от валика и попытаюсь загнать воск в углубление, чтобы был он внутри. Хаотичными такими движениями покрою. Здесь тоже хочу покрыть. Оставляем сохнуть и посмотрим, что у нас получится. После высыхания мы вам его покажем. Такой получился у нас образец. Воск М с белым пигментом. Он такой белесость придал. Вот он, этот образец. Цвет может быть любой. Покрыть еще можно чем-то сверху, если нужно, но мы не стали этого делать. Это все по желанию, конечно. Кому как что нравится, но как вариант, вот, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и заказывайте у нас декоративные штукатурки. Всем спасибо, пока.